Спустя месяц мне не верится, что я дома. У меня аж руки трусятся, когда я это говорю. Привет, мои хорошие. Надеюсь, что с вами и с вашими близкими все в порядке. Сегодня я хотела бы сделать максимально спокойное видео, насколько это возможно, показать, как сейчас выглядит моя жизнь и поделиться вещами, которые как-то держат мое эмоциональное состояние на плаву. Поэтому приятного просмотра! Также я сейчас активно веду свой телеграм-канал, там собрано все, что мне откликается, от мыслей до тренировок и рецептов. Поэтому всегда добро пожаловать! 24 февраля мне сказали одну короткую фразу: «Как раньше, уже не будет». И я очень рада, что я услышала ее именно тогда, потому что это в момент обнулило в моей жизни буквально все. Какие-то цели, желания, планы, вот просто все. Да, это неприятно, это больно, но одновременно это очень хорошо на меня повлияло, потому что когда ты вот так вот все обнуляешь, тебе намного проще попрощаться со старой жизнью. Ты будто бы принимаешь ситуацию, понимаешь, что от тебя по факту не зависит исход событий, и вместо того, чтобы держаться за прошлое, ты перенаправляешь фокус на то, чтобы дальше было еще лучше. Будто бы за тобой закрывается старая дверь, ты стоишь со старыми ключами, и ты понимаешь, что новая дверь перед тобой этими ключами не откроется. Эта фраза была важна, чтобы дать понять себе, что жизнь сейчас не заканчивается. Да, она будет абсолютно другой. Да, нужны новые ключи. Но что бы ни произошло, жизнь не заканчивается, пока ты жив. Я хочу сейчас сходить в супермаркет и посмотреть, как вообще там обстановка. Очень непривычно. Я не знаю, как передать это чувство. Я, правда, уже смирилась с мыслью, что я сюда не вернусь. Будто бы за этот месяц абсолютно поменялись ценности, и если твоя семья и ты в безопасности, и с вами все хорошо, в рамках здоровья и жизни, про ситуацию в супермаркетах. Продуктов, в принципе, достаточно, тем более продуктов первой необходимости, товаров первой необходимости. Есть молочка, яйца, хлопья, крупы, в общем, всего этого достаточно. Единственный дефицит, который я заметила, это мясо, рыба и овощи. Первое — это конфеты или пастила из манго, сыр камамбер, пачка замороженных овощей, здесь брокколи, цветная капуста и морковь. Пакет воды, боржоми, творог. Я нашла голубику, что очень странно, но это на самом деле единственная ягода, которая там была. Мороженое. 2 пачки моего самого любимого молока от Альпра. Маленькая пачка гранолы. 2 упаковки детского питания или фруктового пюре. Мед. Собственно, на этом все. Я выделила для себя несколько сфер, на которые лично я могу влиять, которые в большей степени зависят только от меня, и все мое внимание, весь фокус был направлен только на них. Например, к сожалению, я не могу влиять на политическую ситуацию, но я могу оказать людям помощь, материальную или моральную. Я не могу сейчас влиять на свое образование, я не могу влиять, как именно будет функционировать мой университет, как я получу диплом и так далее, но я могу обучаться самостоятельно. Банальный выбор — сеять ненависть или оказывать поддержку. Это вкусно. Кстати, о словах. Я знаю, что многие сейчас проживают далеко не самые лучшие времена в их жизни и нуждаются в какой-то поддержке и тепле. Поэтому я буду благодарна, если кто-то из вас, кто чувствует себя способным эту поддержку оказать, написать несколько хороших слов в комментариях. Что бы вы хотели сказать человеку, который вам дорог, либо просто человеку, который нуждается в тепле и поддержке. Ну а от себя я постараюсь оказать все ранее перечисленное вам. Следующий пункт – это внутренняя опора. Внутренняя опора – это то, на что можно положиться, чему можно доверять, что является источником поддержки и помощи в чем-либо. Это про доверие своей интуиции, это про покой, про верность своим ценностям, когда внешние факторы не способны эту уверенность пошатнуть. И вот именно внутренняя опора — это вера и уверенность в том, что ты со всем справишься. Кто-то находит эту опору в религии или вере, потому что когда происходит нечто несправедливое, на что ты никак не можешь повлиять, важно иметь то, что докажет тебе, твоей душе и психике, что не все в мире зависит действительно от тебя.
и не все происходит по твоей вине. Все пробки до твоего прихода, я вызову сюда позитив. Как бы я не хотела это признавать, но турецкие сериалы очень неплохая вещь. Ты думаешь, что поменяв фамилию? Слушай. Женщину надо бояться. Она еще... Сейчас я хочу немного убраться, потому что уборка, кстати, меня очень хорошо расслабляет, когда я все расставляю по своим местам. У нас сейчас постепенно начинают открываться разные кофейни, поэтому сейчас хочу пойти посмотреть, что все-таки работает, и взять себе какой-то чай или кофе. Когда вы находитесь в стрессе, не стоит включать какие-то радикальные методы изменения своей жизни. Например, вы никогда не бегали. И вот вы решили в один прекрасный день начать бегать, перестать есть сладкое, мучное. Это банальный пример. Или вы переехали в другую страну, только адаптируетесь к новому ритму жизни, к новой обстановке, к новому пространству. И вы вдобавок еще добавляете в свою рутину кучу новых дел, которые вы никогда вообще ранее не делали. Так вот, если вы находитесь в подобной ситуации, либо просто в очень стрессовой ситуации, не добавляйте в свою рутину новые дела. Постарайтесь наоборот, приблизить свою рутину к максимально первоначальному виду. Но чем больше в вашей жизни сейчас будет этих стандартных и привычных для вас дел, тем лучше. Боль не выходит через ум, она выходит через тело. Сейчас очень важно найти место или действие, куда вы можете отдавать и выплескивать весь свой негатив и агрессию. Как бы странно это ни звучало, у меня таким действием были слезы. В детстве я очень часто слышала фразу «слезами горю не поможешь». Но за март я усомнилась, что эту фразу придумала женщина, потому что для меня именно слезы стали таким сильным успокоительным и антидепрессантом, потому что я будто бы в момент опустошалась, и потом у меня открывалось второе дыхание, и просто как-то становилось легче. Буду сейчас готовить ужин. Кстати, я сейчас постоянно кутаюсь в плед, потому что это дополнительно создает мне чувство безопасности. Сейчас я еще хочу добавить вот этот сыр, который в принципе предназначен для пасты. Также я хочу добавить соус песто, он тоже с сыром. Чуть позже как раз-таки появился этот дневник, куда я выписывала все свои эмоции, чувства, просто чтобы излить душу, потому что я не чувствовала за это вину. Мне кажется, я еще очень и очень долго не смогу на что-то пожаловаться. Я не позволю себе на что-то пожаловаться в ближайшее время.
Также я стала прыгать на скакалке, я не знаю, как это работает, но когда я включала очень громко музыку в наушниках и ускоряла темп, я будто бы с ускорением также опустошала себя. Все напряжение, весь негатив, все это вот оставалось там. Это я к тому, что сейчас грань адекватная и неадекватная реакция, она стирается. Сейчас каждый вправе проживать все так, как он проживает, как он считает нужным. Точнее, даже не считает, как он чувствует. Как он чувствует, так он и проживает. И здесь нет правильного, неправильного, адекватного и неадекватного. Сейчас открыла книгу, чтобы как-то отвлечься и перенаправить внимание. Я просто хочу зачитать фразу, которая кинулась мне в глаза. Ну и последнее, это скорее будет пища для размышлений, которая помогла мне сохранять здравый рассудок. Ограничьтесь действиями, которые действительно имеют смысл. Если вы что-то делаете, но там пустота, постарайтесь это минимизировать, потому что человеческие ресурсы на самом деле не бесконечны. На самом деле я очень рада, что я записала это видео. Я надеюсь, что какие-то мысли вам откликнутся. Я вас безумно люблю и надеюсь, что увидимся очень и очень скоро.